Привет, друзья! Сегодняшний обеденный выпуск новостей Германии и Европы получился довольно-таки плотным и порой даже неожиданным. В Берлине в центре внимания оказалась идея провести Олимпийские игры, но последний опрос, как ни странно, показывает значимое недоверие к этой инициативе среди жителей столицы. Одновременно экономисты публикуют свежие данные о структуре государственных расходов в Германии, и знаете, эти цифры поднимают серьезные вопросы о приоритетах страны и правительства Фридриха Мерца. В политике же Германии тоже произошли неожиданные изменения. Новый рейтинг партии фиксирует максимальную поддержку альтернативы для Германии и одновременно рост позиций партии канцлера Фридриха Мерца. Но снижающиеся оценки работы правительства также отражаются в каждом новом опросе. Тем временем автомобильная индустрия Германии получает неблагоприятные прогнозы. Эксперты предупреждают, переход к электромобилям ускоряется. Внимание! А конкуренция со стороны Китая растет настолько быстро, что привычные бренды могут оказаться в ином положении, чем сейчас ожидают многие уже в ближайшие годы. На мировом фоне тоже происходят важные события. В Японии готовят к перезапуску самую крупнейшую атомную электростанцию, и это повлияет на энергетический баланс всего региона. А в самой Германии набирает обороты обсуждение новой модели подготовки молодежи к возможной службе в Бундесвере. Что же предлагает правительство канцлера Мерца? Про все эти главные события Германии и Европы расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Берлине усиливается обсуждение вокруг идеи провести Олимпийские игры в немецкой столице. Последний опрос показал, почти 2/3 жителей Германии выступают против. Люди боятся огромных затрат, хаоса в городе и долгих строительных проектов, которые растянутся на годы. Инициативу продвигают несколько политиков из спортивных объединений, но настроение у населения мы видим однозначное. Большинство считает, что у Берлина сейчас другие проблемы – транспорт, безопасность, жилье, и Олимпиада может только усугубить эту ситуацию. Активисты из движения против Олимпийских игр готовят народную инициативу, чтобы официально заблокировать эту заявку. Если она стартует в следующем году, вопрос могут вынести на городской референдум. Проблема в том, что немецкий Олимпийский комитет хочет решить вопрос с кандидатом гораздо раньше, и если Берлин не поддерживает идею, Германия может вообще отказаться без заявки. Следующая новость – одна из самых важных для экономики Германии. Исследование Института немецкой экономики показало заметные изменения в структуре расходов Германии. Согласно данным, 41% государственных расходов в 2024 году ушло на социальные нужды, больше, чем в скандинавских странах, которые традиционно, я напомню, считаются образцом социального государства. При этом, внимание, Германия занимает самые низкие позиции по уровню расходов на образование. Всего лишь 9,3% всех государственных средств направляются на эту сферу. Кроме того, расходы на государственный аппарат, наоборот, выросли. Доля управляющих и административных расходов в бюджете возросла с 7,2% до 11%. Экономисты из Института немецкой экономики отмечают, такой дисбаланс между высокими социальными расходами и низкими в образовании вызывает обеспокоенность. По их мнению, Германия тратит слишком много на социальную защиту, но недостаточно инвестирует в будущее через образование и развитие. А дальше еще интереснее. В Германии новый опрос выявил рекордную поддержку правой партии «Альтернатива для Германии». Сейчас ее рейтинг достиг 27%, что стало историческим максимумом. Одновременно партия канцлера Фридриха Мерца также набирает, ее поддержит около 27% избирателей. Опрос показал, что большинство жителей страны оценивают работу правительства Мерца как недостаточно результативную. 59% респондентов считают, что руководство страны действует недостаточно эффективно. Также значительная часть населения считает, что текущая пенсионная политика создает дополнительную нагрузку на молодых граждан, и 71% опрошенных считают ее несбалансированной. Таким образом, рост поддержки правых и укрепление партии Фридриха Мерца одновременно говорит о разных общественных ожиданиях, и сегодня Германия находится в ситуации политической неопределенности. Следующая новость связана с обсуждением курса Германии в автомобильной промышленности. Итак, на немецком автомобильном рынке был озвучен серьезный прогноз.
Внимание! Уже через несколько лет привычные бренды Volkswagen, Mercedes и BMW могут значительно изменить свой формат и место на рынке по сравнению с нынешним положением. Об этом предупреждают уже эксперты, анализируя ситуацию в отрасли. Главная здесь проблема – это огромные расходы на переход к электромобилям. Немецкие концерны тратят миллиарды на новые батареи, программы и производственные линии, но при этом теряют свои позиции. Китайские компании растут быстро и расширяют свое присутствие на рынке, предлагая более доступные и быстрые решения. Специалисты считают, что при нынешних темпах изменений Германия может частично потерять влияние на развитие своих известных марок. Возможно 4 сценария. Первый – это бренды перейдут в руки иностранных инвесторов. Второй – компании станут только владельцами торговых марки, а производство уйдет за границу. Третий – это концерны сосредоточатся только на дорогих моделях и покинут массовый сегмент. И четвертый – они превратятся в обычных сборщиков техники по чужим технологиям. Здесь важно понимать, что речь идет не о закрытии заводов завтра, но если Германия не ускорит реформы, знакомые логотипы могут остаться, а вот немецкое содержание внутри исчезнуть. Но на этом основные новости дня не завершаются. В Японии готовят к перезапуску крупнейшую атомную электростанцию мира – Кашивадзаки Карива. Решение поддержал губернатор префектуры Ниагата Хидео Ханадзуми. Станция проставят уже много лет после аварии на Фукусиме, но Токио снова делает ставку на атомную энергетику, чтобы снизить расходы и уменьшить зависимость от газа и нефти. Речь идет о 2 реакторах, 6 и 7. Они считаются самыми мощными блоками, который может вернуть Японии статус одного из мировых лидеров в атомной энергетике. Но запуск возможен только после окончательного разрешения национального регулятора ядерной безопасности. Тема вызывает разные мнения внутри самой страны, но правительство Японии отмечает, что без атомной энергии экономическое развитие может замедляться. Поэтому восстановление работы станции рассматривают как стратегический шаг. И это только начало. В Германии снова обсуждают будущее армии. На этот раз и речь идет о том, чтобы вернуть обязательную проверку всех абсолютно молодых мужчин перед возможным прохождением службы в Бундесвере. Инициатива появилась на фоне широкой дискуссии о вопросах безопасности страны и переговоров, которые ведет канцлер Фридрих Мерц. Смысл идеи простой. Государство хочет понять, сколько молодых людей 18 лет вообще готовы пойти в армию, а сколько нет. Это не означает автоматический призыв. Речь идет только о проверке, кто годен, а кто не подходит по состоянию здоровья. Интересно то, что эта тема неожиданно получила широкую поддержку. Многие жители Германии говорят, что стране важно совершенствовать систему безопасности и учитывать потенциальные вызовы. Но при этом люди не хотят резких решений. Большинство выступает за мягкий вариант проверить, да, но служба должна оставаться добровольной. Для канцлера Фридриха Мерца эта дискуссия стала важным политическим сигналом. Германия стремится улучшить свою систему безопасности, но делает это постепенно и без лишнего давления на молодежь. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.